Из этого видео вы узнаете, как и какого брокера выбрать для трейдинга и инвестиций, а также какие ошибки допускают новички при выборе брокерской компании. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Зачем нужны брокеры? Торги на биржах проводятся исключительно профессиональными участниками рынка, так что лично прийти на биржу и открыть ордера на покупку или продажу не получится. За место на бирже нужно платить. Брокер, благодаря наличию необходимых бумаг и квалификации, а также мест на биржах, выводит на рынок сделки клиентов. В большинстве своем, за исключением брокеров-трейдеров, брокеры не торгуют на свои, а всего лишь выводят на рынок сделки клиентов. Они позволяют людям торговать между собой интересующими их активами, даже находясь в разных странах. Помимо посредничества при сделках, брокерские конторы часто предоставляют целый пакет вспомогательных услуг: аналитика, обучающие семинары, информационное сопровождение. Помогая трейдерам добиться успеха, они обеспечивают себе долгосрочных и лояльных клиентов. Почему выбор брокера – одна из главных составляющих успеха в инвестировании? Брокерская компания располагает лицензией на право работать на финансовом рынке и совершать в интересах инвестора сделки с ценными бумагами, валютой и прочими активами за вознаграждение. Брокер наделен определенными полномочиями. Он дает трейдеру-клиенту доступ к торгам на бирже, предоставляя программный терминал и счет, исполняет поручения по открытию и закрытию сделок, а при необходимости и согласно тарифу рекомендует наиболее эффективные стратегии и инвестиционные инструменты. Очевидно, что от брокера во многом зависит успех инвестирования. Особенно это касается неопытных инвесторов, которым не просто освоиться на финансовых рынках не только с точки зрения изучения математических алгоритмов, но и чисто психологически. Если выбор брокера для инвестора был сделан правильно, то эксперты брокерской компании становятся незаменимыми помощниками. А вот с новоявленным брокером без репутационной истории могут возникнуть реальные проблемы. Брокеры с сомнительной репутацией практикуют скрытые комиссии, и это чревато тем, что клиент никогда не будет точно знать, куда именно и в какой момент уходят его деньги. У молодых брокеров, присутствующих на рынке недавно, нередко возникают проблемы, связанные с техническим обслуживанием. Например, сбои в работе торгового терминала или при выводе средств. И, наконец, брокер может обанкротиться, а клиент останется без оговоренных услуг и без своих денег. Как выбрать надежного брокера? 8 важных критериев выбора. Критерий первый. Наличие лицензии профессионального участника рынка. В первую очередь брокер должен быть надежным. Лицензия – первостепенное требование, если вы хотите обезопасить свою инвестиционную деятельность от юридических рисков. Лицензия выдается регулятором рынка, в качестве которого выступает Центральный банк. Для ее получения брокер должен соответствовать определенным требованиям. Наличие лицензии у брокера свидетельствует о том, что его деятельность контролируется Центральным банком и его работа осуществляется в рамках действующего правового поля, гарантирующего защиту для инвесторов. Критерий второй. Рейтинг брокера. Смотрим на рыночные позиции брокера в рейтингах числа открытых клиентских счетов и торгового оборота. Лучше, если анализ будет проведен в несколько периодов, чтобы исключить временные перекосы. В анализ необходимо брать официальные данные торговых площадок. В числе действующих на бирже брокеров не одна сотня. Стабильное присутствие брокера даже в числе двадцатки – это своего рода знак народного качества. Ориентир на данный рейтинг значительно снижает выбор. Мы также приведем рейтинг лучших брокеров в описании под этим видео. Критерий третий. Пороговая сумма инвестирования. Большинство брокеров достаточно лояльны к своим клиентам и дают возможность открыть счет без внесения денежных средств. Но нужно смотреть не только на требования по суммам при открытии счета. Частая практика – установление дополнительных комиссий для клиентов с небольшими суммами. Это может быть, к примеру, плата за использование торгового терминала, комиссия за обслуживание клиентского счета. С учетом данного момента при выборе брокера необходимо подробно изучать не только рекламную информацию с сайта брокера, но и документ «Тарифная политика». Кстати, о том, как открыть брокерский счет, мы подробно рассказывали в прошлом видео. Критерий четвертый. Доступ к биржевым площадкам и доступные торговые инструменты. Например, фондовый рынок Российской Федерации представлен двумя биржами – Московская и Санкт-Петербургская. Отличие бирж в перечне предоставленных инвестиционных инструментов. Мосбиржа – в основном торговые инструменты российских компаний-эмитентов. Санкт-Петербургская биржа – инструменты крупнейших мировых бирж в валюте. Мосбиржа – старейшая и крупнейшая торговая площадка и по числу участников, и по числу предоставленных
предоставленных инструментов и по суммарному объему торговых сделок. Но для многих инвесторов возможность валютной диверсификации инвестиций – важный критерий. К тому же Санкт-Петербургская биржа дает возможность распределения средств инвестирования и гораздо больший перечень компаний разной отраслевой принадлежности. Критерий пятый. Комиссия брокера. Брокер дает инвестору доступ на торговые площадки, совершает от его лица сделки и за свои услуги взимает плату в виде комиссии. Информация по ставкам комиссионного вознаграждения брокера закреплена в тарифной политике. Условно комиссии брокера можно разделить на основные и дополнительные. Первые связаны с базовыми действиями инвестора на фондовом рынке, операциями покупки-продажи ценных бумаг. Их величина зависит от активности инвестора. Чем больше совершает торговых сделок и чем больше их сумма, тем выше комиссионные издержки. К данной группе относят: торговая комиссия устанавливается в проценте от оборота или сделки. Депозитарная комиссия. Кроме совершения торговых сделок от лица инвестора, брокер выполняет функцию депозитария, ведет учет и хранение его ценных бумаг. Депозитарная комиссия имеет фиксированную ставку и взимается в случае наличия движений по счету инвестора. В числе дополнительных видов комиссий: комиссия за маржинальные сделки. Вознаграждение за сделки, не обеспеченные средствами или активами инвестора, с привлечением займа от брокера. Комиссия за предъявление ценных бумаг к оферте. Комиссия за обслуживание счета. Довольно редкое явление, но присутствующее даже у брокеров первой десятки. Взимается в виде абонентской платы вне зависимости от наличия торговых сделок. Комиссия за использование торгового ПО. Такая комиссия возможна в случаях незначительной суммы на счете, за использование нескольких торговых терминалов, за использование специального ПО для трейдинга. Комиссия за пополнение или вывод денежных средств с торгового счета. Стандартно пополнение через кассу брокера или партнеров – комиссия 0%. Перевод от сторонних банков – комиссия. С выводом средств все индивидуально. Критерий шестой. Доступность. Обычно стать клиентом инвестиционного обслуживания можно через визит в офис компании или дистанционно. Большинство брокеров предлагают онлайн-вариант открытия счета. Это очень удобно, учитывая текущие реалии. Но если для вас важно посетить офис, на месте оценить качество клиентского сервиса, если вы привыкли решать все вопросы на месте, то нужно провести мониторинг наличия и ближайшего расположения офиса в вашем городе. Критерий седьмой. Клиентская поддержка. Качественная клиентская поддержка – базовая необходимость. Эталон клиентского сервиса – возможность решить дистанционно проблему, задать вопрос и получить развернутый ответ в режиме 24/7. Критерий восьмой. Программы для торговли. Варианты предлагаемых торговых программ для инвесторов. Quick – стандартный вариант торгового ПО. Универсальная торговая платформа, ей располагают все брокеры. WebQuick. Отличие заключается в отсутствии необходимости установки на устройство. Торговый терминал располагается в личном кабинете брокера. Мобильное приложение. Это полноценное торговое приложение для мобильного устройства. Специальные программы для торговли. Здесь вариантов множество. В отличие от стандартного ПО, оно предоставляется за определенную плату. Отличие от стандартного ПО – дополнительные возможности, в том числе использование роботизированной торговли. На нашем канале есть также видео о том, как выбрать Форекс-брокера. Советуем его внимательно посмотреть. Какого брокера выбрать? Рейтинг лучших брокеров для инвестиций и торговли на бирже. На современном финансовом рынке действует огромное количество брокерских компаний. Самостоятельно проанализировать каждую и сравнить их достаточно сложно. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор брокера, стоит воспользоваться рейтингами профессионалов. Один из них представлен ниже в описании к данному ролику. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!